Дорогие друзья, я приветствую вас на канале SunnyMed, и в этом видео мы с вами будем слушать аускультативные звуки при разных сердечных патологиях. Конечно, это будут не все патологии, но я выбрала несколько специально для этого видео. И действовать мы будем с вами следующим образом. Я сначала буду включать патологию на симуляторе, буду специально проходиться по необходимым точкам аускультации, и вы в это время будете прослушивать и делать для себя уже какие-то выводы, какая патология это может быть. И после того, как я пройдусь по всем точкам, я назову эту патологию, и вы сможете понять, насколько ваше мнение совпало с тем, что было на самом деле на симуляторе. Ну что, поехали? И для начала мы с вами послушаем норму. Сначала в точке аускультации митрального клапана. Теперь в точке аускультации аортального клапана. Клапан легочной артерии. И в точке выслушивания трикуспидального клапана. Здесь была норма, ну а теперь перейдем к патологиям. Это была недостаточность митрального клапана. Друзья, на самом деле я сейчас сотый раз пытаюсь перезаписать этот фрагмент, потому что все предыдущие разы я невольно очень подробно останавливалась на каждом пункте. Поэтому в этот раз я все-таки решила сделать все более компактно. Пробежимся с вами побыстрее, чтобы вы не утомились и прослушали остальные патологии тоже без утомления, так скажем. Смотрите, вот эти вот критерии я выписала просто из учебника, это то, что характерно для недостаточности митрального клапана, а вот этот фрагмент взят из самого робота-симулятора, то есть это тот звук, который выслушивался там на верхушке. Это ослабление первого тона, ну, если вы прислушаетесь, такое ощущение, будто он сливается с шумом, и его так четко прям не слышно. Второй тон не изменен, но если все-таки уже там левый желудочек не справляется, в дальнейшем развивается легочная гипертензия, может выслушиваться акцент второго тона на точке выслушивания клапана легочной артерии. Также может быть третий тон, здесь он как раз таки был, вот он тоже возникает в результате объемной перегрузки левого желудочка. И, конечно же, систолический шум, который также проводился и в левую подмышечную область, я думаю, вы слышали. Между первым и вторым тоном мы его видим здесь на графике. На самом деле, как все-таки определять, это систолический или диастолический шум, кто-то умеет на слух, но я все-таки пользовалась стандартной техникой, так сказать, с помощью определения пульсации на сонных артериях. Ну, я постаралась максимально передать этот момент в видеоролике. Также в учебниках пишут про функциональный диастолический шум Кумпса. Откуда он берется? Ну вот опять-таки плюс-минус, видите, это значит, что может быть, может не быть. В основном это уже при более тяжелых случаях, когда возникает сильная дилатация и предсердия, и желудочка, и на фоне расширенных камер сердца отверстие кажется, маловатым, так скажем, узковатым. И возникает относительный стеноз левого атриовентрикулярного отверстия. Ну что, поехали дальше к следующему кейсу.
Здесь и стеноз левого атриовентрикулярного отверстия, митральный стеноз, и недостаточность трехстворчатого клапана. Вот в этой части картинки я нарисовала стеноз, митральный стеноз, а здесь недостаточность трикуспидального клапана. Что мы слышим? Усиление первого тона на верхушке, ну, его еще называют вот хлопающим первым тоном. Акцент и расщепление второго тона над легочной артерией, также щелчок открытия митрального клапана, важный признак, вот он здесь ОС обозначен, и после него начинается диастолический шум, ну, в результате того, что кровь проходит через вот это узкое отверстие таким вот турбулентным потоком. И также называют это ритм перепела. Это хлопающий первый тон, акцентированный второй тон и тон открытия митрального клапана. Также при вот легочной гипертензии может возникать и функциональный диастолический шум Грэма Стилла. Он обусловлен тем, что ствол легочной артерии относительно расширен и возникает вот относительная недостаточность легочного клапана. И что касается недостаточности трехстворчатого клапана, я добавила это вот в последнем пункте. Это самое такое явное было систолический шум в левой парастернальной области, но в точке выслушивания трехстворчатого клапана мы слышали шум, и тут написано, что вот как раз-таки он выслушивался на вдохе. Робот действительно делал вдох и выдох, но так вот со стороны, наверное, сложно было именно увидеть движение, экскурсию грудной клетки. Но я думаю, что этот шум вы все-таки услышали. Ну, возникает он в результате того, что в результате обратного тока крови из правого желудочка в правое предсердие. Ну а теперь идем дальше к следующей патологии. Стеноз устья аорты. Возможно, при этой патологии будет ослабленный первый тон, а также ослабление второго тона в точке выслушивания клапана аорты, аортального клапана. И также возникает и четвертый патологический тон, но он в основном связан уже вот с гипертрофией левого желудочка. И также, когда он уже не справляется и начинает дилатироваться, мы можем услышать и третий тон. В данном случае мы слышали только четвертый, то есть здесь пока еще выслушиваем только вот четвертый тон. И, конечно же, систолический шум, который лучше всего выслушивается во втором межреберье справа, то есть в точке выслушивания аортального клапана. И также он проводился на сосуды шеи, я думаю, что вы это тоже услышали. Так, вот он у нас аортальный клапан, видим этот шум систолический между первым и вторым тоном. Но на самом деле, если посмотреть, я думаю, что вы слышали, что он проводится в другие отделы сердца, он просто очень такой вот достаточно грубый и громкий. Ну что, давайте перейдем к следующему кейсу. А эту патологию я решила не раскрывать, устроила такой вот небольшой подвох и хочу увидеть ваше мнение в комментариях, поэтому можете поделиться своим мнением о том, что это может быть,
и я обязательно отвечу вам, что на самом деле было на симуляторе. Ну что, друзья, на этом все. Это все патологии, которые я хотела включить сегодня. Но если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы я могла понять, насколько оно понравилось и стоит ли снимать такого рода видео в дальнейшем. Возможно, какие-то другие звуки включать. Ну, это будет как обратная связь. Ну что, тогда до новых встреч и до новых видео. Пока-пока.